«Мама, ты скоро?» В приоткрытую дверь кабинета просунулась кудрявая голова с прихорошеньким личиком. «Мы с папой тебя ждем внизу». «Да, доча, иду. Ну все, мои хорошие, я побежала». Помахав рукой, раскрасневшаяся Таисия Захаровна выпорхнула из кабинета, где женщины устроили небольшие праздничные посиделки с бутылкой шампанского. У Таисии Захаровны дочка такая хорошенькая. Смотрите-ка, не побоялась, видимо, после 40 родила, сказала одна из новеньких сотрудниц. Ну а что, с таким мужем можно не бояться и после 50 родить, подхватила другая, тоже новенькая из коллектива. С работы забирает, на работу привозит. Видела, как-то гуляют, то цветы ей дарит. Не ее это дочка, сказала одна из давно работающих. Женщина немного склочная, женским счастьем обделенная, живущая с дочкой, которая тоже не была счастлива, а воспитывала 2 мальчишек. «Что ты, Светка, язык слишком длинный», строго сказала одна из женщин. «Да ничего, тетя Валя, что вы носитесь с этой Таей? Тая то, Тая сё, святая ваша Тая. У многих и потяжелее жизнь, а она не святая, а лохушка и дура. Нет бы жить в свое удовольствие, дети выросли, а она еще ярмо на шею повесила. Тьфу!» «Ну, а ты умная, как я погляжу». «Да не глупее этой вашей, зато никто мне чужих детей на шею не посадил. Да идите вы». И Светлана, рывками завязывая шарф на шее, не попадая в рукава пальто, выскочила из кабинета, хлопнув дверью. Что это с ней? Да мало выпила, теперь попала в рот, побежит, пока магазин не закрыли. Женщины, потеряв дух веселья, начали тихонько собираться домой. Одной из новеньких, Татьяне, было по пути с Валентиной, которая отработала с Таисией много лет. Женщины решили пройти пешочком, весна надвигалась. Было свежо, на каждом углу продавали тюльпаны. Завтра 8 марта. На нее, на Светку, не надо обращать внимания. Жизнь у нее тяжелая. Я понимаю, что каждый сам выбирает дорогу, по которой пойдет. Она выбрала такую и озлобилась на весь мир, в отличие от той же Таисии. Тая с мужем 20 с небольшим лет прожили. Женились после того, как Миша с армии пришел. Такая любовь была. 2 детей вырастили. Правда, говорят, седина в бороду. Однажды Миша с потерянным лицом сказал Тае, что уходит, что полюбил другую. Все оставляет ей и детям, а сам уходит. «Ты любишь ее?» – спросила Тая. «Я не знаю, Тай, но с ней я чувствую себя опять молодым и готовым свернуть горы. Она, как голодный голчонок, смотрит мне в рот. Она восхищается мной. С ней легко. Я не знаю, любовь ли это или что-то другое. Там будет ребенок. Она одна с ним не справится. Уходи». Мы с мужем дружим с Таей и Мишей со студенчества. Конечно, мы все встали на ее сторону. Я знаю, что мужчины втайне все же поддерживали с ним связь. На Таю смотреть страшно было, но она ни слова плохого не проронила. Сказала, что нельзя удерживать возле себя человека, это несправедливо. Она не плакала нам, не заламывала рук в отчаянии, не бегала бить окна, даже не узнавала, кто она. Мы сами все про нее узнали. Молодая, чуть старше их старшей дочери, на пару лет буквально. Вся какая-то угловатая, неформальная, то ли поэтесса, то ли художница, не пойми кто. Но она точно повелась не на деньги Мишины. Была какая-то не от мира сего, и не красавица совсем. Что он в ней нашел? Удивлялись мы все. Что? Они выглядели как моложавый отец и дочка-неформалка. Смотреть на это было смешно и жалко. Но они ничего не замечали вокруг, им было хорошо вместе. У них родилась дочь. Мы узнали об этом окольными путями, вспоминая, как обмывали первую дочку Наташку и сына Сашку. А потом стали доходить слухи, что Миша запил на пару со своей неформальной супругой.
Доходили слухи, что не просто запил, но и что потяжелее употребляют. А потом у Таи зазвонил телефон. Ей сообщили, что звонят по просьбе супруга. Он попал в больницу. Тая с сыном собрались и поехали к отцу. Дочка Наташа была беременна, ей говорить ничего не стали. Наташа общалась с отцом, а Сашка нет. Сашка едва вышел из подросткового возраста, поэтому не простил отца. Оба переживали, и Миша, и Сашка. В палату их не пустили. Так, посмотрели в щелочку в двери, лежит под капельницей, худой, как восковой. Ездила каждый день, с новой женой ни разу не столкнулась. На третий день их с сыном пустили в палату. Лежит худой, бледный, увидел Таю с сыном и заплакал. «Здравствуйте, мои родные!» «Здравствуй, Миша!» «Привет, пап!» «Как я рад вас видеть!» «А Наташа?» Мы ей пока не говорили. Но, конечно, Наташа уже все знала и, появившись в дверях, уставилась на всех грозным взглядом. «Что вы со мной, как с Фарфоровой? Я же беременная, а не сумасшедшая, которой нельзя перечить». «Да, Натаха, твои сравнения, как всегда, в точку». «Мам, пап, скажите ему, он опять». Напряжение спало, все заулыбались. Пока никто не задумывался, что будет дальше, просто ходили в больницу и все. Даже дома не разговаривали, как будет после того, когда Михаил выпишется, все молчали. Врачи попросили привезти документы. Миша все это время пытался дозвониться до Даны, своей нынешней спутницы жизни, но она не брала трубку. Стесняясь и краснея, Миша попросил Таю съездить. «Прости, Таечка, я знаю, что нет мне прощения. Я знаю, что не ценил, что имел. Я со страхом ожидаю выписки из больницы и не хочу этого. Я потерял все: любовь детей, уважение друзей. И самое главное, я потерял тебя, мой самый главный человек в жизни. Слишком поздно я понял. Не думай, что я манипулирую своим состоянием и тешу надежду, что меня все простили. Нет, я все прекрасно понимаю. Просто прошу тебя, мне некого больше попросить. Там ребенок. Пожалуйста, съездите по этому адресу. Дана даст мои документы. Может, она не может выйти из дома из-за малышки. Ничего не понимаю, не мог дозвониться. Мы поругались. Прости, что говорю это. Я сказал, что ухожу. И вот очнулся в больнице. Не оправдывайся. Мы поедем с Сашей. Возможно, Тае самой захотелось посмотреть на ту, которую ушел ее муж. Дверь была открыта, доносились громкие голоса и плач ребенка. Наташа с Сашей зашли в квартиру. Грязь, спертый воздух, полуголые люди, полиция, какие-то женщины, худенькая девушка с лицом старушки, на руках ее маленькая зареванная девчушка. Притон. Пронеслось у обоих в голове. Как он может так жить? Боже, как похоже на Наташу, прошептала Тая. Мама, у нее забирают ребенка. Мама, сделай что-нибудь. Мама, это же моя сестра, наша сестра. Что происходит? Дана, у Таи в мозгу вспыхнуло имя девушки. Дана, в чем дело? Та непонимающе смотрела на Таю, но вот что-то прояснилось в ее сознании, и она подошла к Тае, сунула ей плачущего ребенка. «Вы кто?» – задала вопрос упитанная женщина с короткой стрижкой. «А вы кто?» «Мы из опеки. Поступила жалоба от соседей. Мы забираем ребенка», – строго насупив брови, сказала женщина. «Нет, я вам не отдам девочку. Дана, быстро документы Михаила и ребенка, и вещи на ребенка. Быстро, я сказала». «Да вы кто такая?» – опять вскрикнула женщина. «Я? Я бабушка этого ребенка и забираю малышку к ее отцу». Тая подумала, что даже не знает, как зовут малышку. «Вы слишком молоды для бабушки». Подозрительно посмотрела на Таю женщина. «Что за глупости?» Одевает девочку
и, передавая ее на руки Сашке, сказала Тая. «Вы мама этой девушки?» «Нет, я мама ее мужа». Тая чуть не засмеялась от нервов, от того, что она сказала, и от всего происходящего. Ее уже понесло. «Мой сын не живет с ней. Ребенка она взяла на время. Мы не знали, что здесь творится, а сейчас мы приехали за малышкой». «Так вы, молодой человек, являетесь отцом Макаровой Таисии Михайловны?» Заглядывая в документы и уставившись на державшего неловко ребенка Сашку, спросила женщина. Тот энергично закивал головой. Тае же захотелось присесть. Миша что, назвал свою дочь ее именем? Именем своей первой жены? Хотя по документам она была его единственной женой. Они не развелись. Вроде бы приличный молодой человек. Что же вы, мамочка, совсем не смотрите, с кем ваш сын? Совсем молодой. Ну, что же теперь поделаешь? Горестно вздохнула Тая. Не доглядела. Мы пойдем? Да идите. Но знайте, вы у нас на заметке. Да-да, конечно. И Саша с маленькой Таечкой на руках вместе с большой Таей поспешили из этого вертепа. Они молчком сели в машину. Малышка успокоилась, прижавшись к брату, только иногда всхлипывала и тяжело вздыхала, как долго плакавший ребенок. Они молча доехали до дома и сидели в машине, не зная, что делать дальше. Зазвонил телефон у Саши. «Мам, там папа». «Алло, Тая, ты отключила телефон». «Прости, села батарейка. Мы забрали твои документы и Таечку». «Что?» «Да, Миша, мы забрали твоего ребенка. Ее хотели забрать в детский дом, в опеку, в приют или куда там забирают детей у таких родителей, как вы. Извини, но мы не знали, как поступить». Вечером приехали Наташа с мужем. Она сюсюкалась с малышкой, которая никак не хотела отходить от Саши, начинала кривить губки и плакать, если не видела своего спасителя. «Наташка, смотри, малая знает, кто из нас лучше». «Мам, ну скажи ты ему, и это и моя сестричка тоже». «Доченька, скоро свой родится, наиграешься, не пугайте ребенка». «Ага, у нас сыночек будет, по-любому противный, в дядюшку, а я доченьку хотела». «Да, по-любому», — поддразнивает Сашка сестру. «И красавчик будет, в меня. Правда, Толик?» Подмигивает Саша улыбающемуся зятю. «Мамочка, а что дальше будет? Куда папа с маленькой?» «Не знаю, дочь». Женщины давно уже подошли к тому месту, где им нужно идти каждый в свою сторону. Но эта история, она не должна была так оборваться. И что, она простила Михаила? Простила. Она любит его. Приняла с ребенком от чужой женщины и ни разу не упрекнула. Живут душа в душу. Он вынес свой урок. А это? Дана, мать девочки. Она лечилась вроде, а потом ее не стало. Родители от нее вроде как отказались. Девочка знает, кто ее родил. Они ездят, убирают там. Но мама считает Таю. Очень любит старших брата с сестрой. К Сашке сильно привязана. У них хорошая, дружная семья. У Наташи двое. Мальчик старший, и вот пару месяцев назад доченьку себе родила. У Саши тоже мальчик. Вот как бывает в жизни. Да, вот эта история. Не, я бы так не смогла. Зачем примерять на себя чужую жизнь? Мы не знаем, как может повести себя в каких-то ситуациях. Думаешь, что она мечтала о таком? Но судьба распорядилась по-своему, или она своей судьбой? Ну, не приняла бы она Мишу с девочкой, и что? Показала бы свою гордость. Что было бы? Ребенок в детдоме. Миша, скорее всего, за Даной бы отправился. Несчастная Тая, дети, ненавидящие отца. Зачем? Для чего? Чтобы такие, как Света, не в обсуждении ей, не называли дурой и лохушкой?
чтобы гордо ходить и говорить, что вот, мол, сама одна совсем справилась, а в старости сидеть и горевать, что могло быть все иначе. Тая выбрала другой путь, и от этого мы еще больше зауважали ее. Она смогла простить. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.